Привет! А сегодня я буду продолжать исследовать тему 72-го масштаба. И на этот раз это будет современный армейский грузовик Урал-4320. И я знаю, что в прошлый раз, собирая такую модель, это видео возымело очень нереальный успех. А сегодня я хочу, чтобы это видео вас вдохновило на постройку ваших собственных моделей и также вызвало какие-то определенные чувства. Давайте строить модель. Вы на канале Dasha Models, я Даша, и здесь мы собираем и красим модель. И на коробке у нас изображен бокс-арт, где Урал передвигается по какому-то бездорожью, наверное, где-то в средней полосе, судя по лесам и травам. И автор этого бокс-арта Андрей Жирнов. Присутствует значок Урала, значит, эта модель лицензирована Уралом и, соответственно, будет похожа на свой прототип. На обратной стороне у нас собранная модель, и благодаря ей можно оценить, насколько хорошо проработана эта модель в 72-м масштабе. Если, например, сравнивать эту модель с моделью от ACM, то звезда на голову выше. Здесь больше мелких деталей и резиновые колеса. Единственное, жалко, что они не показывают собранную модель и окрашенную, потому что, не знаю, окрашенная модель все-таки больше впечатляет зрителя, мне кажется. А купить новые модели от фирмы «Звезда» можно, конечно же, в магазине «Модельная лавка». У них работает техническая поддержка, которая вас может проконсультировать. А также у них есть лавкограмм, где вы можете похвастаться своей работой или вдохновиться поделками других моделистов. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Так, а внутри здесь у нас инструкция, схема окраски, ну и сами детали. Они упакованы в пакетик. И они тоже сделаны очень эффектно, особенно складочки на тенте. Делают модель просто очень натуральной. Видите, всего лишь 2 рамочки. Это довольно хорошо. И также в наборе есть такие резиновые колеса, которые тоже выглядят вроде даже неплохо. И стекла и декали. Здесь всего лишь есть номера, а также опознавательные знаки автомобиля. Без военной составляющей сложно представить Уральский автомобильный завод. Это осколок московского ЗИСа, который увидел свет благодаря эвакуации советской промышленности из европейской части на Урал и в Сибирь. И, например, я встретила родоначальника уральского автомобилестроения на фестивале «Моторы войны». Этот автомобиль мало чем отличается от своего московского родственника ЗИС-5. Урал-ЗИС я смогла запечатлеть в движении. Этот ветеран долго не хотел заводиться, но красноармейцы в итоге его победили. Те автомобили, которые вы можете сейчас видеть на кадрах военной хроники, берут свое начало с грузовиков серии 375. И у меня в коллекции есть 2 таких модели. Первая – это обычный бортовой автомобиль в военном исполнении в 72-м масштабе. Это модель от фирмы ICM. А второй Урал – это уже пусковая установка на легендарной системе ГРАД. Модель также выполнена в 72-м масштабе. А современное поколение грузовиков Урал у меня представлено тягачом в гражданском исполнении. И видео о его постройке у меня также есть на канале. А как же без военных Уралов? И одну такую модель я построила в 35-м масштабе. И видео о работе над ней также можно увидеть у меня на канале. А сейчас я работаю над такой же моделью, но уже в 72-м масштабе. И классно, что Звезда не забывает о моем любимом мелком масштабе. И многие старшие свои модели дублируют в 72-м масштабе тоже. К первым шагам мы будем собирать днище кабины. Детали подготовлены, и их можно приклеивать. И обратите внимание, что здесь есть вспомогательный паз, к которому мы вот так вот прислоняем нашу деталь. Вот, убеждаемся, что здесь нет никаких зазоров, и с помощью клея фиксируем. Желательно клей использовать по внутренней стороне. И я приступаю к установке фар. Здесь тоже есть свои пазики, и они крепятся вплотную к элементам вот этим вот. Предыдущий, который мы приклеили. Значит, я клеем смажу поверхность. Возьму фару. Сопоставить надо идеально, желательно. Все, в принципе, можем уже угадать автомобиль по этому шагу. И теперь мы переворачиваем нашу деталь из шага номер 1 и устанавливаем в нее рабочее место. Так, и также я установлю торпеду.
И обратите внимание, что у шага 2 есть 2 подшага. Это как раз вот сборка сидений и сборка торпеды. В торпеду я установила руль и ручку. И также с помощью клея фиксирую. Теперь я перехожу к сборке кабины и собираю вот стенки. Можно так сказать, тут есть пазик. И, кстати, вот с этого ракурса можно разглядеть, как здорово отлит значок Урала. А теперь я перехожу к установке фальш-радиаторной решетки и капота. Начнем с нее. Она встает вот в эти пазики и ориентируем его вниз вот этим выступающим элементом. И за кадром я собрала уже половину кузова, можно сказать, почти весь. Это довольно легкий процесс. Тут надо было собрать только, получается, кубик из 1, 2, 3, 4 деталей. И осталось приклеить 5-ю. И тоже довольно просто. Тут есть пазики. И их надо сопоставить. Вот так. Кстати, я тут забыла немножко убрать пенечки. И с помощью надфиля сейчас это сделаю. Место контакта я теперь промазываю клеем. Так. И также надо приклеить вот эти вот собранные дуги. Так. И кузов готов. Теперь можно сказать, практически собрать весь мой Урал. Для этого я кузов ставлю сюда. Так, тут тоже есть небольшие пазики. И вот, зафиксировался. Теперь кабина. И поставлю крышу на свое место. Пока я эти детали приклеивать не буду, так как я все-таки планирую окрашивать этот автомобиль. И вот в таком виде это будет сделать намного проще. Потому что рама имеет совсем другой цвет, в отличие от кузова. И ее лучше покрасить отдельно. И также я не установила колеса и прозрачные детали. И после окраски, конечно же, я соберу воедино весь мой Урал. Окраску Урала я начала с покраски рамы в черный цвет, и это будет одновременно и грунт, и основной цвет. И в этом плане отечественные грузовики очень удобны. А, например, у чешских грузовиков чаще всего рамы окрашены в цвет кабины или кузова. Также черным цветом я обозначу тени на кузове и кабине грузовика. И по такой подготовленной поверхности я нанесу основной цвет защитным цветом от фирмы Gemscale. И спасибо ребятам, которые поддерживают мое творчество не только лайком и комментарием, но еще и рублем или долларом. Поддержать меня можно при помощи функции спонсорства на YouTube, а также при помощи ВК-донатов в моей группе или через сервис Boosty. А на Boosty у меня выходит эксклюзивный контент обо мне вне моделизма. Так что, оформляя подписку на Boosty, вы не только поддерживаете меня, но и узнаете обо мне что-то новенькое. Ссылочка на мой профиль в Boosty есть в описании к видео. И время ручных работ мне предстоит окрасить сиденья в кабине, характерный для Уралов воздушный фильтр и брызговики.
прямо сейчас я поработаю над деталировкой шасси. Я окрашу глушитель в глушителевый цвет и двигатель в двигателевый. Все верно? Я окрашу заднюю оптику. Сзади нет стеклянных деталей, и фонари обозначены тут только пластиковыми пупырками. Так что я все окрашу акрилом при помощи кисточки. А фонарь заднего хода я окрашу маркером цвета хром. Поработаю маслоточками, чтобы придать грузовику более натуральный вид. И я в последнее время объединяю в один сразу два приема – смывка и масляные точки. И мне кажется, что эти оба приема отлично дополняют друг друга, особенно если их делать одновременно. Почему-то звезда упорно игнорирует дворники на своей технике в 72-м масштабе. Так, например, было с моделью «Панцирь», и мне пришлось на ней самостоятельно придумывать стеклоочистители. Так и тут. Дворников в наборе нет в принципе. И я их сделаю из 2 кусочков жести. Мне для этого надо всего лишь вырезать тонкие кусочки нужной длины и склеить их под нужным углом. Все делаю, ориентируясь на фотографии. А сухой кистью при помощи масляной краски я выделю рельеф Урала, и тут я использую смесь зеленой и белой, и также охристой краски. А масляные краски я использую самые распространенные в России фирмы «Гамма». И мне осталось показать, что Урал катается по фронтовым дорогам, и в этом мне помогут сухие пигменты, и я их просто наношу на ходовую часть. Декали я специально не стала приклеивать, ибо их немного, и на общее восприятие модели они не сильно повлияют. А большинство Уралов, которые мелькают в современной хронике, передвигаются без опознавательных знаков.
И вот такая машина у меня получилась. Это действительно настоящий Урал в миниатюре. Здесь очень тонкие детали, которые прямо соответствуют своему масштабу. И модель получилась довольно реалистичной. И мне понравилось с ней работать. И надеюсь, это видео вас вдохновило. И я вам показала, как легко и просто красить модель любой техники. А с вами была Даша. До новых встреч. Пока-пока. И спасибо, что вы смотрите мои видео до конца. А купить такие модели вы можете в магазине «Модельная лавка». В закрепленном комментарии будет ссылочка на мой промокод на скидку.